Всем привет, друзья, на связи Пентагон. Это традиционный еженедельный выпуск Пентагон Лайв, где мы совместно с вами смотрим за рынком криптовалют. И как всегда, по традиции, начинаем с биточка. Хочу всех поздравить с отличными шортами, которые мы брали на прошлой неделе, даже на позапрошлой неделе, на отметке 34 800 плюс. Собственно, неоднократно были браты доливки здесь, на отметке, на каждом, по сути, отскоке. Мы доливались, и закрыл я остатки своих шортов крупных на отметке 29 500, 29 800. Лонги на споте и на фьючах не брал. Отстопился вот здесь вот один раз по 31 500, и потом вчера мы взяли такие два хороших скальп-шорта, это вот с этой отметки и с этой, то есть первые 5 тейков здесь были, и остатки сейчас я пока еще продолжаю держать у этой позиции. То есть что сейчас вокально я жду? То есть если мы в течение сегодняшнего дня сможем закрепиться выше уровня 32 200, то есть выше уровня вот этого сопротивления, то тогда у нас будет какой-то такой как бы бычий флаг, и есть вероятность, что мы сходим до уровня 32 400 еще раз, чтобы подтвердить на часе и на 4-часовом таймфрейме большую медвежью дивергенцию, которая позволит спокойненько продолжить движение в сторону 26 тысяч. То есть это примерно вот такое движение. То есть если мы с вами видим закрепление выше уровня 32 200, то какой-то ретест уровня там 32 800, 33 100 вполне вероятен, и его как бы можно попробовать будет шортануть. То есть у нас здесь проходит линия сопротивления от 30 июня, то есть от хая ретеста 36 тысяч. То есть все прошлые там 2 недели мы ни разу этот уровень не смогли обновить максимум, поэтому к этому сопротивлению по логике вещей, чтобы подтвердить вот здесь вот большую медвежью дивергенцию, можно ждать. Это такой достаточно хороший медвежий вариант. Если мы не сможем, скажем так, пробить уровень 32 300, 32 400, то тогда уже сейчас был какой-то такой ретест пробитого уровня, да, и мы можем дальше пойти в сторону ретеста вот этого локального пробитого треугольника. У меня он здесь находится не по хаям, это вот этот маленький локальный именно треугольник, поэтому думаю, какой-то ретест пробития 31 600 уже были бы хорошими для шорта. То есть, условно говоря, если мы не можем закрепиться выше уровня там 32 тысячи, 31 800, то в ближайшем времени пойдем ретестнем обратно вот эту всю проторговку на отметке 31 200, 30 800. Тогда уже можно будет посмотреть либо здесь реакцию на продавца, то есть, условно говоря, если будет какое-то закрепление выше этого уровня, то можно будет посмотреть какие-то покупки. Но чисто глобально я пока еще все так же склоняюсь к ретесту нижнего уровня. Единственное, на 3 днях мы не обновили вот этот лой на отметке 28 600, то есть до конца недели еще есть несколько дней, и по большому счету мы можем в рамках недельной свечи еще пофлетить пару дней и закрыться вот таким каким-то молотом, чтобы всю следующую неделю, условно говоря, расти даже с целями 34-36 тысяч. То есть сейчас я рассматриваю вот этот скальп, шорт именно больше как временную такую типа коррекцию. Не знаю, буду ли я брать какие-то спотовые большие покупки, но честно, я, возможно, буду на стороне просто, если выйдем выше 33 тысяч, просто посижу на заборе и подожду уровня 35-35 500, где проходит, в принципе, мое следующее крупное сопротивление именно от максимума 66 тысяч. То есть это сейчас уже будет где-то на отметке 42-41 тысяча. А нижнее сопротивление как раз-таки проходит на отметке вот 35 тысяч. Пробой 35 вообще в целом, возможно, спровоцирует какой-то новый бычий всплеск, да, это даже поход к 48 тысячам, поэтому здесь все очень на тоненького. Если уходит выше вот этого сопротивления, то есть это 33, там 300, то это однозначно лонг с целью 35, 36, а возможно даже там и 42 тысячи. Поэтому сейчас локально
пока локально это шортовая история, да, то есть пока мы ниже находимся всех этих, скажем так, точек сопротивления, да, это и сопротивление 32 300, мы не смогли выше него закрепиться, и не смогли выше 33 100 уйти, затем 34 и так далее. То есть, но если мы, скажем так, все-таки закрепляемся и пробиваем, то выше 35 тысяч только начнется действительно мне интересная зона для покупок, потому что вот это все я, честно, откупать не очень хочу. У меня была вероятность, вернее, у меня были лимитки стояли, которые на 28 600, но что-то не дали мне, не обновили. Поэтому я, наверное, еще поищу пока и буду торговать пока от шорта до пробоя 33 100. Если 33 100 выше уходит, там 34-35 тысяч, я буду стараться уже, скорее всего, лонговать. То есть здесь в любом случае нужен какой-то хороший вход. То есть для меня это будет ретест и пробой вот этой пробитой зоны. То есть тогда же здесь, скорее всего, появится какая-то трендовая новая линия, да, то есть от которой можно будет лонгануть, но уже не из текущих. Нормальный лонг пробой был как раз таки вот здесь от пробоя 30 600, 30 800. То есть когда мы треугольник первый пошли пробивать, там можно было нормально лонгануть. Сейчас уже пока, на таких перегретых индюках, как сейчас, допустим, уже час, да, то есть здесь час как был перед дампом 40 тысяч, плюс-минус похожая история, и перед дампом вот здесь 3 мая, вот здесь вот 1 мая и, вот здесь вот, наверное, тоже, да, 14 апреля. То есть, в принципе, RSI уже готов к погружению. 4 часа тоже. 4 часа под всеми сопротивлениями находится, RSI тоже под сопротивлением. 12 часов вообще по косой линии у нас, если вот так вот смотреть, у нас здесь одна большая вот эта линия сопротивления, и я ровно в нее уперлась, скажем так. Но вот на недельке только мы жестко разгружены. Но на недельке была коррекция, извините меня, в полтинник почти. Поэтому да, на часе похоже все на бычий флаг, но вот верхушка бычьего флага 33 100, 33 200, если выше уходит вот этот уровень сопротивления, то да, лонг. Все, что пока ниже, для меня это шорт. Так, эфир. По эфиру, кстати, более, скажем так, интересная история. Так мы сделаем. И вот это пока уберем. Так, мы пробили сопротивление, которое у нас было от уровня 2430. Здесь сформировали такой PPR-чик. И на каком-то падающем клине от ретеста сейчас ушли от нижней границы вот этого, по сути, канала, да, который мы с вами торговали, где нижняя должна была быть на отметке 17.10, но мы плюс-минус оттейкали 17.80, я после этого тоже с эфиром больше не работал. Сейчас есть вероятность, что мы можем при закреплении битка выше 32 300 увидеть по эфиру в ближайшее время 200. И вот уже при пробое уровня 200, я думаю, мы там отскочим, если вместе с битком, это биток там на 35, на 36 тысяч, то к отметке 2400, 2450 это будет, по сути, огромное верхнее сопротивление у эфира. И по большому счету, если мы сможем таким же бычьим флагом уйти к верхней границе, то тогда буду ожидать эфир где-то на отметке 200. Часовик перегрет, 4 часа перегреты. Мы, в принципе, уперлись в верхнюю границу вот этого сопротивления, поэтому есть еще какой-то запас входа вот как раз-таки до 200. Это вот биток сейчас как раз-таки пытается его вынести вот сюда на отметку 32, там куда-то 600 плюс. И уже вот здесь, наверное, вот где-то 33 100, 32 600 я буду смотреть и на эфир, и на битке, что будет дальше, да, то есть пробой, да, будем ждать ретест пробитого уровня для лонга. Если отскок на объеме вниз, то хорошая точка для шорта с очень коротким стопом. То есть сейчас, по большому счету, какого-то определенного направления нет. Но, естественно, оно, наверное, должно было быть бычьим после вот этого всего затяжного падения.
Но мне кажется, мы как раз-таки видим вот этот вот импульс сейчас, да, который был у нас и тогда, допустим, на 31 100, когда сходили на 40 тысяч, и вот сейчас плюс-минус такой же импульс проходит на битке. Вот мы сейчас, по сути, видим вот такую вот коррекцию, находимся под вот этим уровнем сопротивления. По сути, импульс может быть вот до 33 100, 33 200, но выше уже, я думаю, самый такой аварийный уровень это 34-35 тысяч. То есть пробой 34-35 это уход заново в такую в сильную бычью фазу по рынку. То есть вот даже сейчас мы уже пытаются нас закинуть выше этого уровня. Вот эфир уже закидывают как раз таки к 2000. Ну, вот, типа бычий флаг в принципе должен наверх сходить по логике вещей. Что еще можно было бы откупить? Я рекомендовал вам в случае, если мы дойдем до нижних границ, но вот BNB у меня не дошел до нижней границы, у меня поддержка была, собственно, вот здесь вот чуть ниже, то есть мы буквально тоже там до 250 до уровня, до моего не дошли, и по большому счету сейчас я тоже жду, когда мы прореагируем на уровень 300, то есть здесь 300-305 будут определяющими. Если не сможем пробить, то обратно в сторону 250, где я бы с удовольствием посмотрел на реакцию на пробой уровня. Если пробьет, то для меня, говорил уже, уровень там 120-180 будет интересен для покупки какой-то консервативной по BNB-шке. То есть пока ниже, наверное, мне не так интересно было бы набирать позицию. Дальше, вот у ТВТ есть какой-то такой дракон, плюс мы оттолкнулись от уровня 0.25, то есть здесь вот более интересный, скажем так, был сетап на покупку, но в данный момент пока я не откупал, говорю, ничего. Единственное, вот SXP у меня зацепило ниже лимитку, и то я не все зацепило, то есть у меня вся основная поза была в районе там 1.4, и вот мы не дошли 1.35, буквально там копейки, у меня здесь где-то 1/3 позиции, и у меня стоп уже стоит в безубыток, то есть я в любой момент готов уже выскочить, потому что, ну, не верю в такую какую-то силу большую по битку, да, то есть сейчас, я думаю, там 32 300 будет пытаться пробить, но диверы уже такие, скажем, не в пользу бычьего роста, не в пользу бычьего роста. Единственный эфир интереснее выглядит, да, согласен. Мне вот говорят, эфир будет предвестником бычьего ралли. Ну почему бы нет, да, но пробой опять же 200. То есть я буду ждать максимум уровень, наверное, какой-то пока 200-295. Наверное, это будет потолок моего какого-то бычьего интереса. Дальше. По альте Litecoin, по большому счету, все то же самое, что и на эфире. Да, то есть один в один можно брать одновременно с битком и с эфиром. То есть если вангуете, можете спокойно брать. Тут еще скоро халвинг, поэтому я думаю, Litecoin будет вообще быстрее расти, чем все остальное дерьмецо. Дальше, Classic интересен. Вот на Classic очень красивый такой треугольничек. И если мы не уйдем ниже там 33 $, я бы что-то, наверное, даже и откупил. То есть из альты мне, в принципе, нравится, опять же, только топ и только то, где будут в ближайшем времени какие-то знаковые события. Плюс Classic сформировал такую на дневке погиб с ретестом пробитого уровня, поэтому он изи может там на 70-80 баксов улететь, причем особо не ждать какого-то разворота и по битку, и по эфиру. То есть имейте в виду, да. Ну и хотел бы отдельным кипом пообщаться про SXP, про S&P и про ситуацию с фондовым рынком. Во-первых, у меня был фрактал, который мы с вами торганули на прошлой неделе, в принципе, с битком, да, вот это, то есть вот это все падение от 4400, по сути, до 4250. И сейчас произошло то, чего, в принципе, я боялся. Это мы оттолкнулись от нижнего уровня поддержки на отметке 4250 и смогли поглотить прошлый
пару дней вот эти сильные коррекции, когда и биток падал. То есть сейчас есть вероятность того, что мы проретестим пробитый вот этот вот уровень сопротивления, он находится на отметке 4385, и здесь, возможно, сформируется какая-то двойная вершина, но уход и обновление максимума выше 4400 вполне вероятно дадут какой-то сквиз. Здесь уже ситуация, возможно, не так интересна по отработке, то есть вот мы вот этот фрактал, скорее всего, уже ломанули, и, скорее всего, вот пойдем на обновление вот этого максимума, то есть еще, наверное, пару недель какого-то роста теоретически на S&P и вообще на американском фондовом рынке может быть. Но вот этот ретест пробитого тренда, если все-таки ретестнет и не сможет пробить выше, то есть это максимум двойная вершина, то это и гип, и двойная вершина, и в принципе те индикаторы, которые сейчас были определяющими по расхождению по инфляции, по всей этой истории, они могут сыграть ключевую роль. И в принципе и даже вот падение нефти на прошлой неделе, которое мы тоже зацепили почти в $10, уже тоже в принципе не так уже укладывается, как мне хотелось бы. Мы хотя и оттолкнулись от вот этого огромного сопротивления, да, но сейчас тоже находимся на уровне ретеста вот этих пробитых уровней, то есть ретест трендовый вот от этого уровня мы уже пробили, теперь вот эту локальную мы сейчас по сути отскочили, и вот здесь вот тоже, если мы правое плечико отрисуем в районе $74, то тоже, мне кажется, попробую еще раз шортануть. Остатки у меня ушли по 71, и пока я, наверное, буду искать что-то вот здесь, вот типа в районе $76-74, если дадут. Потом дают еще закупиться долларом, я считаю, ниже 73,5. То есть, если нефть еще отскочит вверх, то вот сюда, наверное, сквиз какой-то дадут. Можно будет по 73,5 попробовать немножечко еще откупить. В целом, по американской фонде больше, наверное, позитив, чем негатив. Мои фракталы некоторые, то есть вот здесь вот еще Facebook, по сути, еще находится на состоянии возможной отработки, но есть здесь вероятность похода задела наверх. Погнали у Apple пока нет, пока ничего не отрабатывает. Но опять же, это все зависит от того, как закроется, получается, эта неделя. У нас сегодня четверг. И в течение, я думаю, сегодня-завтра еще можно будет последить за каким-то, возможно, новостным фоном. Но, в принципе, пока сохраняется еще возможность падения, да, будем следить за уровнем S&P. То есть, если пойдет обновление 4400, я, наверное, пока сокращу вообще возможные шорты. Можно будет и биточек тогда до 36-37 вполне вероятно лонгануть. То есть, сейчас надо смотреть, я считаю, только сюда. Уход ниже уровня 4200 спровоцирует огромную волну распродаж. Уход выше 4400, возможно, дадут еще пару недель какого-то бычьего ралли и на битке, и на всех остальных активах. Поэтому смотрим. Локально все-таки пока еще склоняюсь к тому, что мы не сможем пробить уровень 33 100, 33, наверное, 300. Сформируем здесь дополнительно медвежью какую-то дивергенцию. И польемся, ну, наверное, вот как здесь это было, очень было бы хорошо. То есть у меня, наверное, пока до 33 500 это все пока шорт, выше 34 это хороший может быть лонгец, причем по тем активам, которым я сказал выше. Поэтому не забывайте, у нас еще идет марафон от нуля до про. Подписывайтесь на канал в Телеграме, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки под этим видео и ответьте мне на вопрос, какая цена будет раньше, как вы думаете, 40 тысяч, 38 или все-таки пойдем вниз на обновление лоя на 28 тысяч. И на связи был Пентагон, пока-пока-пока.